Здравствуй, дорогой зритель! Я старался подготовить для тебя наиболее обширный и качественный обзор. Не пугайся большого времени просмотра. Поставь видео на паузу, перейди в описание под видео. Там ты найдешь оглавление и сможешь легко выбрать для себя наиболее интересную тему. Если ты заметил неточность или у тебя остались вопросы, смело задавай их в комментариях. Поехали! Экшн-камера – разновидность цифровых видеокамер, специально предназначенных для съемки в условиях агрессивной окружающей среды и во время движения. Такие камеры отличаются небольшими габаритами, массой и рассчитаны на забрызгивание водой, тряску и удары. Основные характеристики, которыми должна обладать экшн-камера – миниатюрные габариты, малая масса, защищенность. Качество съемки находится лишь на четвертом месте. Автономность работы, функционал. Объектив – это первый элемент камеры, от которого зависит количество света, попавшего на матрицу. Чем больше света, тем более качественное изображение мы получим, а это напрямую зависит от качества установленных линз в объективе. На сегодняшний день наилучшим качеством обладает всемирно известная оптика CS. В экшн-камерах в основном используются широкоугольные объективы от 120 градусов до 170. Это обусловлено характеристиками экшн-камер. В процессе динамической съемки нам некогда настраивать камеру для идеальной композиции, регулируя положение кадра и глубину резкости. Этим мы займемся в редакторе при монтаже фильма. Матрица напрямую влияет на качество фото и видеоматериала. Это аналог пленки в старых фотоаппаратах. Чем больше физический размер матрицы и ее элементов, пикселей, тем больше света на них попадет. И тем более качественное изображение в итоге получим. Хорошим показателем для зеркальных камер является размер матрицы 36 на 24 мм. На сегодняшний день разработчики только начинают проходить путь развития экшн-камер, поэтому используют матрицы 1 к 2,3 дюйма. Из-за того, что светопоглощающая способность пикселя ограничена его размером, в темное время суток или плохом освещенном месте будут присутствовать шумы. Разрешение матрицы не является прямым показателем качества изображения. Высокое разрешение матрицы позволит передать более детальное изображение. Но важно помнить о балансе между разрешением и размером. Оптимальный размер пикселей является 1,55 микрометра. При таком значении фактическое разрешение матрицы для съемки видео в 4К 3840 на 2160 пикселей, матрица стандарта 1 к 2,3 дюйма, не должно превышать 12-12,5 мегапикселей. Большее разрешение не скажется на улучшении качества изображения, если физический размер матрицы останется прежним. Динамический диапазон – это способность одновременно передавать яркие и темные цвета сцены. Чем шире динамический диапазон, тем больше деталей вы получите на контрастных снимках. Измеряется в EV Expulsion Value. Человеческий глаз имеет самый широкий динамический диапазон 25-30 EF. Профессиональные видеокамеры RED кинематографического уровня имеют около 13 EF. Ну а для экшн камер эти значения колеблются от 4 до 8 EF. Связано это с малым размером матрицы 1 к 2,3. Найти данные значения для конкретной модели вы вряд ли сможете, но на YouTube множество сравнительных тестов, где наглядно видно, как ведет себя та или иная экшн-камера. Частота кадров. В киноиндустрии принят стандарт 24 кадра в секунду. Считается, что этого достаточно для восприятия плавной картинки нашим глазом. Но мы-то с вами знаем, что это не так. Проигрываемое видео с частотой 60 кадров в секунду, особенно в экшн-сценах, смотрится намного плавнее. На данный момент существует два распространенных стандарта: PAL 25 кадров в секунду и NTSC 30 кадров в секунду. Это европейские и американские стандарты. Приняты эти стандарты в связи с тем, что в наших с вами розетках бежит ток с частотой 50 Гц, а в Америке 60 Гц. Соответственно, кратные PAL и NTSC. Если вам пришлось снимать ролик вместе с искусственным освещением, необходимо выставить режим, соответствующий стране съемок. В ином случае на видео вы обнаружите мерцание искусственного освещения. При высокой частоте кадров возможно замедлить видео в 2 и более раз, создавая эффект слоумо. В технических
характеристиках экшн-камер всегда указывают возможную частоту кадров для каждого разрешения. Чем выше разрешение, тем более производительной должна быть матрица для сохранения максимального значения кадров в секунду. Процессор обрабатывает всю электронную информацию, прием, запись и вывод получаемого изображения с матрицы, звук, Wi-Fi и прочее. Минимум должен соответствовать возможностям матрицы, чтобы выдавать максимальные результаты. Бывает, что матрица способна на большее, а возможности процессора ее ограничивают, в связи с чем качество изображения, получаемого матрицей, принудительно снижается, чтобы снизить нагрузку на процессор. Поэтому для матриц с высоким разрешением видеосъемки в 4К понадобится и мощный процессор, такой как Umbrella H2. Немаловажной характеристикой процессора является технологическая часть. Чем меньше габаритные размеры кристаллов, тем более эффективнее будет энергопотребление процессора. На сегодняшний день активно осваивается технология 10 нанометров. Битрейт. Количество бит, используемых для хранения 1 секунды мультимедийного контента. Чем выше битрейт, тем лучше качество картинки, получаемого с вашей экшн-камеры. Но для обеспечения высокого битрейта необходима высокая пропускная способность всей системы, включая и скорость записи на устройство хранения данных. Также надо понимать, что при высоком битрейте увеличивается необходимое место для хранения. Узнать битрейт можно просто заглянув в свойства отснятого файла и увидев пункт «Скорость передачи данных». Значение будет зависеть от выбранного разрешения и количества кадров в секунду. При одинаковых настройках у разных камер качество картинки будет лучше у той, у которой битрейт будет выше. Например, у GoPro Hero 4 при съемке видео в 4К 30 кадров в секунду битрейт равен 130 мегабит в секунду. 1 минута видео занимает 966 мегабайт. Даже если в вашей камере присутствуют самые современные комплектующие, вы не получите высокого качества съемки без софтовой оптимизации. От программистов компании зависит очень многое. А именно то, какой максимум они смогут выжать из имеющегося железа. Яркий пример компания Apple. Они всегда очень качественно оптимизируют свои устройства. Иногда компания выпускает на рынок сырой продукт и в последующем дорабатывает, улучшая его показатели и убирая имеющиеся ошибки путем обновления прошивки. Поэтому необходимо убедиться в том, что производитель осуществляет поддержку своих продуктов, постоянно выпуская новые прошивки, особенно это касается малоизвестных марок. Экран. Из-за малых размеров камеры не все они могут похвастаться экраном. У самых маленьких версий он вовсе отсутствует. И настроить камеру можно только подключив ее к мобильному устройству. У других экран есть, но он монохромный и служит чисто для настройки режимов съемки. Но есть и полноценные цветные ЖК-экраны, на которых помимо настроек можно выбрать ракурс съемки, используя экран как видеоискатель, и посмотреть отснятый материал. Еще экраны отличаются своими размерами. Чем больше, тем удобнее пользоваться. Но если у камеры нет экрана, то для некоторых моделей предлагается отдельный модуль, который, правда, в значительной степени увеличивает габариты камеры и делает невозможным ее использование в аквабоксе и с другими аксессуарами. А вот верхом совершенства является встроенный дисплей с тачскрином, где вам не нужны дополнительные кнопки, так как он реагирует на прикосновение пальцев. Интерфейсы наличия таких модулей, как Wi-Fi и Bluetooth, сильно упрощают жизнь владельцев камер. С их помощью вы сможете транслировать прямой видеосигнал прямо на ваше мобильное устройство. Это полезно, когда камера установлена в таком месте, что у вас нет возможности взглянуть на экран камеры со стороны, если таковой имеется, и выбрать лучший ракурс для съемки. Или если камера находится далеко от вас, у вас есть возможность дистанционно начать и завершить запись, воспользовавшись пультом дистанционного управления. Помимо беспроводных модулей существуют и встроенные разъемы, расширяющие возможности камеры. Например, подключив экшн-камеру по USB-порту к вашему компьютеру, у вас появится возможность использовать ее как веб-камеру или как мультимедиа-проигрыватель с выводом изображения на экран телевизора через порт HDMI. Если в камере используется порт мини-USB, вы сможете дополнительно подключить внешний микрофон, тем самым улучшив качество записи звука. Стабилизация. Во время съемки с рук вы столкнетесь с постоянной тряской в кадре, так как вы физически не в состоянии держать экшн-камеру так, чтобы этого избежать. Чтобы компенсировать подобную вибрацию, используют встроенные системы стабилизации. С помощью электронного гироскопа камера понимает, в
каком положении она находится, и фиксирует малейшие изменения в пространстве. А вот далее существует несколько способов, как эту информацию применить на практике. В дорогих камерах используется так называемая плавающая линза. Информация, получаемая с гироскопа, подсказывает, как лучше отклонить линзу, чтобы она компенсировала ту или иную вибрацию. В итоге вы получаете стабильную плавающую картинку. Данную технологию применяет Sony. В более дешевых камерах плавающей линзы нет, и поэтому для передачи изображения задействуется не вся диагональ матрицы, а ее часть. То изображение, что выходит за край, будет использовано для компенсации вибраций. То есть активная зона матрицы как бы плавает по ней. При активации данной функции можно заметить, что угол обзора становится чуть меньше. Это и дает запас для смещения изображения в случае тряски. Типы креплений. Родоначальником и популяризатором экшн-камер стала компания GoPro. Со временем для их камер появилось огромное множество всеразличных видов аксессуаров, которые имели соответствующий стандарт креплений. Большинство из нынешних производителей не рискуют создавать свои виды крепления, так как это повлечет за собой необходимость самостоятельно выпускать большую линейку конкурентных аксессуаров для своих камер. Поэтому они пользуются стандартом, который использует компания GoPro. При выборе экшн-камер стоит учесть данный момент, чтобы не ограничивать себя в разнообразии выбора аксессуаров. Подведем итоги по всему вышеизложенному. Определитесь, для чего в итоге вы будете использовать отснятый вами видеоматериал. Широкий угол не дай моде, а конструктивная и практическая необходимость. Хотите угол уже? Лучшим решением без потери качества будет замена линзы. Качество картинки сильно зависит от физического размера матрицы. Чем больше, тем лучше. При этом не стоит гнаться за количеством мегапикселей. Главное, это максимальный размер этих самых пикселей. Но недостаточное количество мегапикселей это тоже нехорошо. Нужно, чтобы фактическое разрешение матрицы как минимум соответствовало заявленному максимальному разрешению видео. Если вы не планируете использовать такой эффект как Slow Motion, то вам будет достаточно 30 кадров в секунду. Динамический диапазон матрицы у экшн-камер должен быть как можно шире. Увидеть это получится в сравнительных видеотестах в интернете. Процессор должен соответствовать возможностям матрицы, иначе мы получим урезанную версию камеры, несмотря на высокие заявленные характеристики. Найдите исходные файлы с камеры в интернете и проверьте в их свойствах, какой максимальный битрейт они выдают. Чем выше битрейт, тем более качественное видеоизображение вы получите. Проверяйте, как часто производитель выпускает прошивки для своих камер и когда была выпущена последняя версия. Это даст вам больше уверенности, что любая софтовая проблема будет устранена, а со временем и качество съемки может улучшиться. Экран. Очень полезная вещь. Вы видите, что вы снимаете и можете настроить камеру, не прибегая к дополнительным устройствам. Дополнительные интерфейсы, дополнительные возможности подключения пульта дистанционного управления, внешнего микрофона, мобильных устройств, расширяя диапазон применения вашей экшн-камеры. Стабилизация. Не роскошь, а необходимость. Никому не нравится смотреть на дрожащую картинку. Самым распространенным типом крепления для экшн-камер является стандарт, используемый GoPro. Имейте это в виду, если вы планируете докупать множество дополнительных аксессуаров. Различия в форме и весе камер не столь критичны, но в отдельных случаях на них стоит обратить внимание. Бренд TI принадлежит компании Xiaomi, о чем ясно вещает Rumicom. Ссылочку приложу в описании, зайдите, почитайте. Если вам этого недостаточно, то нужно понять, e-Technology вошла в состав Xiaomi. Но так как разделенные бизнес-модели являются наиболее эффективными и выгодными для развития и инвестирования, она остается отдельным организмом, стоящим под управлением Xiaomi. Xiaomi является больше телефонным брендом. Им выгодно ассоциировать себя больше с телефонами. Если вы посмотрите на главную картинку камеры в официальном магазине ИИ на AliExpress, вы увидите надпись Xiaomi ИИ, что как бы является отсылкой к компании Xiaomi, а последние буквы показывают производственную марку товара. Что касается произношения, произносить правильно нужно так, как делают это носители языка. Давайте перейдем на официальный канал и послушаем, как произносится ИИ зарубежными коллегами.
Hello everyone, welcome to eClassroom. Welcome to eClassroom. Немного неразборчиво, но идем дальше. Наши любимые поляки, они к нам языком ближе, так что тут проблем не возникнет. Produkty marki ID. Он четко говорит и. Почему же тогда все говорят UI? Все очень просто. Если перевести в Google переводчики, вуаля, произношение может меняться, все зависит от языка и его лингвистических особенностей. Если название трудно произносить, то его произношение упрощают, адаптируют к языку носителя. К примеру, Xiaomi произносится как Xiaomi. Более подробно читайте в статье. Там интервью с вице-президентом Xiaomi Хьюго Барра. Он объясняет, как нужно правильно произносить бренд Xiaomi. Ссылочка, конечно, в описании под видео. Краткое описание. II4K+, первая камера, умеющая снимать 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Битрейт составляет 135 мегабит в секунду. Чтобы обеспечить такой поток информации, используется графический процессор Umbrella H2, который является первым графическим процессором, изготовленным по технологии 14 нанометров и отличается низким энергопотреблением и высокой производительностью. Slow Motion доступен в разрешениях 1080 120 кадров в секунду и 720 240 кадров в секунду. Голосовое управление освободит ваши руки от дополнительных устройств и позволит управлять камерой на расстоянии. С его помощью вы сможете сделать фото, серию снимков, старт-стоп, записи видео, включить камеру. Благодаря сенсорному экрану управлять II4K+ не сложнее, чем современным смартфоном. Разъем USB 3.1 Type-C увеличивает скорость передачи данных в 2 раза и поддерживает возможность подключения внешних устройств, таких как микрофон. В будущем производитель обещает поправить программное обеспечение, что позволит осуществлять трансляцию изображения с камеры на ваш телевизор. Уже с помощью фирменного софта можно вести прямые трансляции в интернет прямо с камеры. Имеется поддержка электронной стабилизации, матрица AMX 377 от Sony 12,3 мегапикселя. То же самое, что и в новой GoPro Hero 5 Black. Семислойная линза, четырехъядерный процессор Cortex A53, аккумулятор ATL на 1400 мАч делают камеру самой передовой на сегодняшний день. Новая камера полностью совместима с аксессуарами предыдущего поколения. Объектив. Широкоугольный семислойный стеклянный объектив, имеющий угол обзора в 155 градусов. Максимальная диафрагма 1,8 идеально подойдет для природной съемки. Позволит захватить много деталей в кадр и не упустить из виду важные скоротечные моменты. Неплохо показывает себя при съемке с плохим освещением. Минусом данного объектива является перспективное искажение. О нем мы поговорим в программной части. У камеры есть недостаток. Линза выпирает за пластиковую защиту корпуса, в связи с чем при хранении камеры велик риск поцарапать линзу. Рекомендую сразу купить защитную заглушку или смастерить ее самим из бумаги и скотча. Идеальным вариантом будет изготовить прозрачную заглушку и с ней производить съемку. Новая линза составляет 1/4 часть стоимости камеры. А если вы ее поцарапаете, качество съемки снизится в разы. Я провел небольшой тест, измерив реальные углы съемки камеры в различных режимах. С дисторсией камера снимает в углах 123 градуса, наивысшее 4К видео 1080p 90 fps. 120 градусов, 4К 60-30 fps, 1080p 120 fps и 720p 240 fps. При включении стабилизации угол уменьшается до 97 градусов. При исправленной дисторсии режим Reduced Lens Distortion On 99 градусов все режимы, 84 градуса со включенной стабилизацией. Со способом замера я особо не заморачивался, распечатал лист формата А4 с нанесенными углами, параллельно подставляя в крайние точки изображения баллоны до того момента, когда они не попадут в кадр. Наносил риски и высчитывал угол. Точность 1-2 градуса. Я думаю, этого вполне достаточно для наглядности. И не стоит
высчитывать там десятые доли градуса. Матрица. Sony IMX377. Это 12,3 мегапиксельный CMOS фотосенсор малого размера, предназначенный для мобильных устройств премиум класса. Диагональ сенсора 7,81 мм, форм-фактор 1,2,3. По сравнению с предшественниками, пиксель сенсора теперь чуточку больше. Его размер составляет 1,55 микрометров. Благодаря увеличенному размеру пикселя сенсор способен улавливать больше света, от которого зависит качество изображения. Особенно это заметно при плохих условиях освещения. Сенсор поддерживает 12-битный цифровой сигнал, что позволяет получать изображение высокого качества. Кроме того, в сенсоре реализована возможность скоростной съемки в 12-битном режиме. Процессор. Ambarella H2 подходит для камер верхнего сегмента с поддержкой видео 4К Ultra. Является первым графическим процессором, изготовленным по технологии 14 нанометров, что позволяет сохранить низкое энергопотребление при высокой производительности. В него интегрирован четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53, работающий на частоте 1,2 ГГц и контроллер USB 3.1. Экран сенсорный с разрешением в 640 на 360 пикселей. Соотношение сторон 16 к 9. Диагональ 56 мм. Отлично отзывается на нажатие, даже в условиях повышенной влажности. Интерфейсы. Wi-Fi и Bluetooth сильно упрощают жизнь. С их помощью возможно подключение мобильного устройства, пульта дистанционного управления, что позволит легко управлять настройками камеры в ситуациях, когда невозможно обратиться к встроенному интерфейсу камеры. USB Type-C позволит подключать внешний микрофон, что в свою очередь позволит достичь наивысшего качества в любой ситуации. Программное обеспечение. Разработчики осуществляют постоянную доработку своих продуктов. Пока шла камера, вышла новая прошивка. Пока я монтировал обзор, вышла новая прошивка. Значит, очень стремительно хотят отвоевать рынок. Нам от этого только плюсы. Заметив недоработку. Когда подключаюсь к камере и включен мобильный интернет, соединение с камерой прерывается. Если вы решились приобрести камеру, напишите в комментариях, есть ли у вас подобная проблема. Прямо сейчас пишу сценарий и обновляю камеру. Только думал написать, что в самой камере нет русского языка, как в сообщении об изменениях прочитал, что теперь и на камере присутствует русский язык. Это в принципе не критично. Подключив камеру к мобильному телефону по Wi-Fi, вы полноценно можете оценить меню на русском языке. Обновилось, но почему-то в камере нет русского языка. Но появилась дополнительная строчка с выбором языка. Более говорить на эту тему нечего. Скоро и на камере появится русский язык. Ждем. Стабилизация. Разработчики порадовали нас электронной стабилизацией Electronic Image Stabilization, но алгоритм ее работы нуждается в настройке. До покупки и 4К+, я думал снимать видео в 4К 60 FPS, далее в редакторе включать и настраивать стабилизацию путем обрезки 4К видео в 2К. Но после попыток стабилизировать видео на компьютере, разочаровался в своем ПК. Мощностей процессора очень дико не хватает. 1 минуту отснятого материала в 4К Premiere Pro стабилизирует приблизительно 1,5 часа. Это очень много. Для быстрой и комфортной работы необходимо обновить ПК, закупив последние комплектующие. Сегодняшними ценами на железо это очень сильно ударит по карману любого пользователя. Недостатки стабилизации можно исправить, доработав ПО камере. Мною был замечен наклон видео при перемещении камеры в любую сторону по горизонтальной оси. После прекращения движения камеры видно, как программа доводит кадр автоматически. Это сразу наводит на мысль о вмешательстве электроники, что придает изображению синтетический эффект. Не до конца понятен факт обрезки изображения. Стабилизация явно использует не 4К видео для изначального диапазона съемки. При данных недостатках камера отлично справляется с пьющими руками. Дисторсия или попросту рыбий глаз. Для кого-то неприятная вещь, мне же она кажется интересной в сфере дизайнерских съемок. Иногда специально использую данный эффект в камере. Есть функция нормализации изображения. При ее использовании угол видео урезается на несколько градусов. Работает она замечательно, претензий к ней вообще никаких нет. Обновили использование таймлапс видео. Раньше батареи хватало ровно так же, как и при съемке обычного видео. Теперь должно быть нормально. Но это мне еще предстоит выяснить. В целом, при съемке таймлапс видео больше часа я настоятельно рекомендую использовать Powerbank. Причем батарею из камеры необходимо вынуть, потому как батарея не успевает заряжаться от Powerbank. Когда заряд кончится, камера отключится и запись прекратится.
Да и батарею сбережете. Незачем ей заряжаться и разряжаться одновременно. Слоумо. Замечательная вещь. В i4K+ присутствует двойное замедление во всех режимах съемки, вплоть до 4К. Следующее весомое замедление находится в разрешениях 1080p 120 кадров в секунду. Лучшим по замедлению обладает разрешение 720p. Снимает 240 кадров в секунду. Видео можно замедлить в 10 раз, используя кинематографический стандарт 24 кадра в секунду. Хотя на камере максимум можно выбрать режим замедления 8 раз. Есть нюансы при съемке слоумо. Вы не можете снимать ночью или в плохо освещенных местах, так как невозможно с такой частотой кадров снимать с высоким ISO. Нам просто не хватит света, попадающего на матрицу за долю секунды. Видео получается очень темным, качество расплывается, появляются шумы. Прочие настройки. В камере достаточно настроек, таких как настройка баланса белого, настройка ISO, цветовой гаммы, качество видео, громкости микрофона и динамика. Записи звука, есть стерео и обычный режим. Голосовое управление, оно на английском, бесполезно для истинных русских. Отключение индикаторов. Управление камерой одной кнопкой. Отложенное фото, серия снимков, режим циклической записи. Камеру можно использовать как регистратор. Auto Low Light. Рекомендую отключить данный режим навсегда. Это настройка Wi-Fi, оптимизация SD-карты, сброс заводских настроек, сравнение с GoPro. Для сравнения качества записи обязательно загружайте оригинальные файлы записи с камеры. Сейчас я представлю абстрактную картинку. Она очень сжата и настоящего качества вы не увидите. Для примера, 1 минута видео в 4К весит 1 гигабайт. После работы над проектом все файлы перезаписываются через кодек. И от 1 гигабайта остается от 10 до 100 мегабайт. Качество урезается очень сильно. Смотря обзоры, я искренне не понимаю, как можно урезать проект настолько, что изображение начинает распадаться на пиксели. О каком качественном сравнении здесь может идти речь? Некачественная работа вводит в заблуждение. Но если вам нравится, решил сделать вставку. Помните, это абстракция. Для оценки качества видео вам необходим оригинал, который вы найдете в описании. Sabah everybody and welcome back to the channel. Today I have for you a sample video. This is going to be for the Yi 4K action camera and the Yi 4K action camera Plus. Now both are going to be running in their own limitations. Basically the Plus is going to go for the 4K 60 frames per second, the new one on the block, and then the 4K with the old one just running at 30 frames per second, which is what I want it to be. Итак, стабилизация в аквабоксе и звук. Телефон примерно в 20 сантиметрах от лица. Обычный шаг. Бег. Я думаю, что вас здесь намного больше. Вы загадали желание? Отлично. Ну что? Ну мы попробуем сделать так, чтобы наше желание сбылось. И сделайте вы это сами. Я просто посчитаю. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Аксессуары и комплектация. Камера поставляется с кабелем USB, плотной коробки. Прилагается краткая инструкция камере. Все. На нижней стороне камеры есть штатив. Возможно прикрутить любой аксессуар. Защита. Рекомендую, не раздумывая, купить аквабокс, но только с тачпадом. Появится возможность вести подводную съемку и сохранится функция управления камерой через дисплей. Обязательно нужно защитить объектив.
о чем я говорил в разделе про объектив. Дополнительное питание. Дополнительные аккумуляторы нужны при подводных съемках. При остальных съемках рекомендую использовать Powerbank без батареи. Если вы хотите прикрепить камеру к квадрокоптеру, лучше подключить ее к батарее квадрокоптера. Это уменьшит время полета, но снизит вес камеры и синхронизирует время съемки с полетным временем. Отличный вариант для бюджетных квадрокоптеров, у которых подъемный вес низок. Звук. В камере присутствуют два микрофона. Один на правом торце, один сверху посередине. Непонятно, почему его не сделали с левого торца. Появилась бы возможность записывать более объемный звук с переходами. Верхнее расположение микрофона считаю неудачным. Хотя у боковых есть один недостаток. Они больше захватывают посторонних звуков. Верхний же захватывает больше звука с неба, а там, как известно, мало интересного происходит. Эффект объемного звука все же присутствует. Не забудьте переключить режим записи звука на объемный. Дополнительный USB-порт. Отснятые файлы весят очень много. Для ускорения копирования рекомендую купить дополнительный USB. Они позволят сэкономить вам время при копировании больших объемов данных. Флеш-карта. Непонятно, зачем производитель рекомендует столь мощные по записи флеш-накопители. Проверив все режимы работы, максимальный битрейт 135 мегабит в секунду, как и заявляет производитель. В таком случае нам нужны карты памяти со скоростью записи максимум 20 мегабайт в секунду. Достаточно U1. Смотрите на упаковке скорость записи. Больше 20 мегабит в секунду смысла брать я абсолютно не вижу. Также слышал, что есть проблемы с производителями. Не все флеш-карты поддерживают. Нам все в принципе и не нужны. Берите флешки марки Kingston. Всю жизнь ими пользуюсь, никогда ни одна не сгорела. Камеры их читают, а цена у них замечательна по сравнению с конкурентами. Рекомендую приобретать флешку 64 гигабайта. Это идеальный размер. Хватит на час записи, как раз аккумулятор сядет. И в случае поломки у вас под рукой всегда будет запасная. Пишите в комментариях ваше мнение о флеш-накопителях, какую фирму покупали, какого объема. Интересно будет почитать. Итоги. Камера оправдывает свою стоимость, конкуренты в 2-3 раза дороже. Единственный ее недостаток, на ней не установлен объектив компании CS. Поэтому нет оптической стабилизации. Но нужна ли нам она? Если поставить подобную оптику, то цена камеры значительно вырастет. За эти деньги мы запросто купим стабилизатор и навсегда избавимся от тряски в кадре. Сегодня это лучшая экшн-камера не только в своем ценовом диапазоне. И Technology очень быстро выпускает новые модели, в связи с чем они сыроваты. Прошивка постоянно обновляется, качество растет. Помимо покупки камеры, будьте готовы сразу купить флеш-карту, Aquabox, защитный чехол и Powerbank. Это вот обязательно я рекомендую к покупке, остальное на ваше усмотрение. При широком бюджете стабилизатор просто необходим. Без него картинка оставляет желать лучшего. На любой камере, даже на профессиональной. Берите дешевле у проверенных продавцов. Все ссылки я оставлю в описании. Переходник микрофона с USB Type-C на 3.5 не работает, по крайней мере на данный момент. Я целую неделю снимал, писал сценарий и монтировал данный обзор. Если хоть чуть-чуть помог, поставьте, пожалуйста, лайк. Не хотите ставить лайк? Заходите в комментарии и напишите свое мнение об обзоре. Я люблю конструктивную критику, она помогает мне развиваться и делать обзоры более качественными. Но, к сожалению, так как свободного времени у меня мало, то видео выходят не так часто, как мне хочется. Пока-пока.